Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам масштабных моделей ручной работы. И сегодня я хочу вам показать еще один корпус-скорлупку от мастерской Vector Models в масштабе 1:43. И мы рассмотрим микроавтобус RAV10E, и данный корпус изготовлен методом гальванотехники, точнее гальванопластики. Это довольно экзотическая технология изготовления по сегодняшним меркам. Мало кто выпускает подобные модели, и в основном выпуск этих изделий сконцентрирован на территории Украины. И можно отметить такие мастерские, как Херсон Models, Кемерия и Vector Models. И последняя мастерская многим из вас знакома не понаслышке, особенно тем людям, которые собирали модели еще в 90-е годы. И в тот период мастерская Vector Models была чуть ли не монополистом по производству различных автобусов, троллейбусов в 43-м масштабе, и в их ассортименте присутствовала не только отечественная техника, но и иномарки. И многие автомобили до сих пор больше никем другим не воспроизведены в 43-м масштабе. И у Вектора было очень много различных рафиков в разной ливреи: Аэрофлот, маршрутное такси, также обычные, интересные, настоящие фантазийные окраски. И, конечно, по современным меркам уровень проработки этих моделей оставляет желать лучшего, мягко говоря. И что мне не нравится у мастерской Vector Models, то что за период производства своих масштабных копий они не вносили каких-то конструктивных изменений и улучшений. Да, корпуса у них отличные, но вся навеска — это просто те детали, которые сразу идут в мусорный бак. И, например, данный рафик предлагался как в виде обычного обработанного и необработанного корпуса. Также был набор для самостоятельной сборки, но опять же повторюсь, там только ценен корпус, все остальное сразу шло в мусорное ведро. И были готовые модели, которые тоже довольно дорогие. Например, готовый автобусик на аукционе можно найти за 100-120 евро. И, конечно, этих денег модель, на мой взгляд, не стоит, несмотря на то, что это все же ручная работа. И если посмотреть на другие рафики, которые были в продаже на то время, то по большому счету на начало 90-х годов единственный производитель это был Тантал. Были и мастера-одиночки, например, в России делались модели из пластилина, из картона, из фарфора, из белого металла, и также были модели, вырезанные из консервных банок. И на некоторые подобные автомобили я тоже как-то делал детальные видеообзоры. Конечно, эти модели сейчас молодежи не интересны, потому что они довольно архаичны, выглядят очень странно, но для меня, как для собирателя истории, подобные машины представляют большой интерес. И давайте посмотрим на данный корпус, и я вам для сравнения приготовил еще одну модель рафика, только выходившую в рамках журнальной серии «Автомобиль на службе». Это немножко другая модификация, но тем не менее у автомобильчиков довольно много взаимозаменяемых деталей. И, например, журнальный рафик можно использовать при доработке этой машины ручной работы. И могу вам показать еще один корпус из набора AVD Models, и готовые машины продаются также под брендом Model Pro. И у меня корпус уже окрашен, но он не в собранном виде. Как раз мы можем посмотреть, чем отличаются технологии производства. И корпус этого микроавтобуса очень легкий, потому что стеночки тоненькие, и мне всегда нравилось то, что методом гальванотехники можно передать все тонкие и сложные линии. Здесь прекрасная расшивка, хотя, опять же, дверные ручки, решетка радиатора, бампера – это одно целое с корпусом. И так как этот корпус не обработан, здесь нужно самостоятельно вырезать остекление. Также нужно удалять остатки металла. И я пробовал вырезать окошки на одном корпусе острым лезвием, но ничего хорошего из этого не вышло, потому что лезвие быстро затупляется и начинает рвать металл. И мне в комментариях предложили другой метод — использовать небольшую фрезу, но посмотрел, у нас в магазинах не продается микрофрез,
а все те, которые продаются, они крупнее по размеру, чем остекление данного микроавтобуса, поэтому второй вариант отпадает. Если вы знаете какую-то технологию по вырезанию окошек, то можете поделиться ею в комментариях. Это поможет мне быстрее подготовить корпус к покрасочным работам. Также присутствует шильдик Латвия. Сзади есть места для установки фонарей, и, например, осветительную технику можно взять как журнальных моделей, так и из наборов AVD Models, и я думаю, что-то можно подобрать от мастерских по изготовлению оптики. Например, студия 3А делает довольно много фонарей и фар ближнего света, и я думаю, у них тоже что-то есть подходящее. И что мне нравится на советских машинах, это то, что очень много унифицированных деталей. Сюда подходят фары от ГАЗ М20 Победа, от 21-й Волги. Конечно, возможно, у настоящих машин есть некоторые отличия, но на масштабной копии вы их не заметите. Например, можно поставить колесные диски от 21-й Волги, подобрать днище от журнального Рафика. Правда, все равно нужна подгонка. У этой модификации немножко длиннее колесная база, и задняя арка сдвинута ближе к задней части автобуса. И как раз если вы поставите днище без доработки, то колесики будут спрятаны за корпусом автобуса. Нужно будет делать удлинение, вставлять небольшую вставку из пластика и перекрашивать днище. И также у журнального рафа чуть шире корпус, чем у модели от Vector Models. Поэтому тоже сюда не встанут сиденья без переделки, и также панель приборов. Остекление можно изготовить из прозрачной пленки, взять коробочки от какой-нибудь еды, вырезать их из корпуса от CD-дисков. И также, возможно, другие варианты, но нужно будет подумать, как сделать окантовку на окнах, черные уплотнители. И опять же, есть вариант просто начертить их черным маркером, но нужно аккуратно наносить черную краску, и не всегда получается сделать ровные окошки, особенно если их очень много. И я не хороший маляр, поэтому такая технология у меня тоже не самая первоочередная. Можно сделать маску и потом окрасить деталь из аэрографа. И также я видел, некоторые люди делают уплотнители из пластикового литника. Нагревают его, вытягивают, и получается очень красивая тоненькая окантовка. Но опять же, кто на что горазд. И изнутри этот корпус не обработан. Можно немножко зачистить поверхность, можно просто наклеить потолок из бумаги или что-то придумать еще. И если вы покупаете готовую модель от Vector Models, то у нее изнутри корпус никак не обработан. Опять же, можно зачернить решетку радиатора на покрашенном автобусе, можно попытаться вырезать отверстие, но я думаю, это нереализуемо на этой масштабной копии, потому что металл очень тонкий, он просто рвется. Зачастую модели приходят с различными вмятинами и повреждениями. Если вы попытаетесь выровнять, например, передний бампер, то он тоже может порваться. И нужно будет что-то проклеивать, зашпаклевывать и уже тогда окрашивать. Если у вас нету опыта по доработке подобных изделий, не советую брать эти корпуса в коллекцию, потому что они стоят довольно больших денег, очень много мороки. Еще раз повторюсь, наборы от Vector Models совершенно не стоит заявленных денег, потому что корпус более-менее нормальный, а все остальное идет на выброс. И тем более готовую модель тоже я не вижу смысла покупать, потому что у нее некачественная покраска. Также, опять же, очень много упрощений. И в современных реалиях подобная ручная работа мало ценится. И пишите ваши комментарии, что вы думаете о продукции Vector Models. Были ли у вас старые модели,
модели начала 90-х годов. Хотите ли вы увидеть обзоры на другие корпуса, которые есть в моей коллекции и которые я еще не демонстрировал на основном канале? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и подписывайтесь на этот и на основной канал, если вы не сделали этого раньше. На основном канале выкладываются разнообразные видеоролики на самые популярные модели из моей коллекции. На сегодня это все. Пока-пока.